Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать вот такой вот потрясающий, красивый, инкрустированный стразами бокал. Потому что в инстаграме было, как ни удивительно, очень много вопросов по поводу этой инкрустации. Хотя мы делали это все в прямом эфире с вами, правда, уже давненько. Итак, с чего же все начиналось? В Пинтересте я нашла вот такую вот картинку, распечатала ее на бумажке, вставила вовнутрь бокала и по картинке клеила стразы. Стразы я сажала на густой финиш без остаточной липкости. Причем я слой финиша делала довольно-таки плотный, потому что мне нужно сделать таким образом, чтобы донышко моей стразинки было хорошенечко утоплено в финишное покрытие. Чем лучше я утоплю донышки своих страз, тем крепче будет держаться мой стразик на поверхности стекла. Здесь вам нужно проследить за несколькими нюансами. Чем гуще будет ваш материал, в который вы сажаете стразики, тем меньше будут ваши стразики ездить по поверхности. То есть они будут держаться крепко, и вы сможете сделать большие какие-то элементы до того, как предыдущие элементы у вас разъедутся. У меня не ехало вообще, потому что финиш безумно густой, его сложно выколупать из баночки. Второе, как я говорила, вам нужно проконтролировать толщину слоя материала, потому что если будет очень тоненький слой, стразик, конечно же, туда посадится, но при этом плохо закрепится, и он у вас отвалится. И следующее, зачем нужно следить, это за тем, чтобы зоны, которые вы рисуете под стразы, были очень аккуратно сделаны, чтобы из-под страз не торчали куски вашего клея. Иначе это будут китайские бокалы, как будто китайцы их делали и клея куски оставили. То есть максимально четко, тоненькой кисточкой наносим клей туда, куда мы планируем рассаживать стразики, и при помощи апельсиновой палочки рассаживаем непосредственно стразы на задуманные места. Апельсиновую палочку при этом можем слюнявить, а можем окунать немножечко в тот клей, на который мы садим стразы, совсем чуть-чуточку, так, чтобы палочка стразы наши не испачкала, и при этом подхватывала стразик и удерживала его на месте. Ну а если честно, половина стакана я все-таки обслюнявила. Зато я с полной уверенностью могу сказать, что это прямо-таки облизанный мною бокал. Посмеялись, повеселились. Прямой эфир с инкрустацией тоже был очень веселый, но почему-то многие из вас его не видели. Напишите мне в комментариях плюсики, кто был с нами на прямом эфире и веселился, а кто не был, сейчас вы получаете ответы на все вопросы. Если у вас еще какие-то вопросы останутся, можете опять же сходить в прямой эфир и его пересмотреть. Но, если честно, там было долго, нудно и противно, мы 1,5 часа это все клеили, поэтому за 10 минут основные моменты я вам сейчас рассказала. Как вы понимаете, цвета и размеры используемых страз тоже могут быть совершенно разные. В данном случае вот это вот кружево я выкладываю самыми мелкими стразиками в размере SS3. А красные стразики у меня в размере SS10, и между ними, как вы видите, есть еще слой средних голографических страз в размере SS6. Стразы эти все китайские, купленные на Алиэкспрессе, ссылочку вам на них оставлю в описании.
Поскольку финиш у нас не сушеный, у нас все еще мокрое, когда мы выложили полностью весь объем стразиков, мы можем окончательно поправить их и расставить на то место, на которое мы хотим. Опять же, следим внимательно за тем, чтобы у нас клей не размазался по стакану, иначе будет безумно некрасиво. Ну а дальше украшаем оставшуюся поверхность бокала. В данном случае у нас получаются такие себе цветочки, не цветочки, крупные точки, как мы обсуждали это в прямом эфире. На остальной поверхности рассаживаем просто меленькие стразики. Опять же, зоны под это все стараемся прокрасить максимально аккуратно, чтобы излишки клея не выглядывали у нас со всех сторон. Но при этом донышки стразиков должны быть все-таки утоплены в материале. Итак, вот такая вот безумная красота у нас получилась. На самом деле выглядит все это вживую просто великолепно. Я еще дополнительно украсила ножку бокала в дальнейшем. Дальше вы увидите, когда посмотрите на фотку. На самом деле видеокамера совершенно не передает блеск и богатство всего происходящего. Вживую это смотрится просто потрясающе. Когда эти бокалы стояли на столе молодоженов, они блестели всем в левый глаз. Но перед тем, как их отдать непосредственно виновникам торжества, я решила для себя все это безобразие проверить. Во-первых, нужно было это все отмыть, потому что я залапала все бокалы руками, натереть и заодно проверить, как же держатся стразинки. Если вдруг что-то бы у меня отвалилось, я могла именно в этот момент все исправить. Но проверка прошла просто замечательно. Отвалился всего один малюсенький камушек, который держался один на поверхности бокала. Я его тут же переклеила, и все было замечательно.
Вот так вот бокалы выглядели, но даже здесь невозможно передать блеск всего происходящего. Итак, я надеюсь, я сегодня открыла в вас художников, и вы подчерпнули для себя что-то новенькое. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!